Привет, друзья! То, что считалось табу, становится реальностью. Германия постепенно пересматривает свое военное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Сразу несколько источников в оборонной сфере сообщают, контракты с американскими компаниями заморожены. Обсуждаются альтернативы. Впервые всерьез рассматриваются поставки из Южной Кореи, Турции. По информации из дипломатических каналов, обеспокоенность выразили сразу несколько американских генералов, курирующих европейское направление. Но в Берлине сигнал ясен. Никакой зависимости от одного поставщика, даже если это Соединенные Штаты Америки. Интересно и другое. Новый оборонный доклад, готовящийся к обнародованию, содержит блок предложений о полной реорганизации военного сотрудничества в рамках Европейского Союза. Сделан упор на европейскую автономию без внешнего диктата и зависимости от внешнеевропейских центров. Но пока Соединенные Штаты Америки теряют влияние, в Европе назревает союз, который может изменить абсолютно все. Заявления о кризисе в Евросоюзе больше не звучат как маргинальные. По информации, просочившейся в прессу, Германия, Польша, Венгрия и Италия формируют неофициальный альянс. Рабочее название «Союз суверенных государств». Смысл прост. Заменить централизованный Европейский Союз гибкой конфедерацией, где решения принимаются не в Брюсселе, а в национальных столицах. Как утверждают источники, близкие к переговорам, прошли уже 3 раунда закрытых встреч. Они проходили в Варшаве и Будапеште без прессы, без представителей Еврокомиссии. Обсуждались торговые соглашения, миграционная политика и принципы коллективной безопасности. Толчком стала политика Брюсселя, которую все чаще критикуют за давление и навязывание решений. Особенно остро это чувствуется на фоне миграционного кризиса и попыток перераспределить беженцев. Германия, по слухам, предложила альтернативную систему координат, полностью за пределами евробюрократии. Некоторые европейские обозреватели уже сравнивают происходящее с началом 90-х годов. Тогда на руинах старой модели появились новые союзы. Сегодня все идет по похожему сценарию, но с другими актерами и другими мотивами. А главное, на этот раз инициатива идет от Берлина. Именно Германия предлагает архитектуру, где национальный интерес выше интеграционного единства. А теперь внимание, пока Германия объединяет новых партнеров, внутри страны начинается перезагрузка власти. Речь идет не о косметической реформе, а о системной трансформации. Внутри правящей коалиции все чаще звучит термин «национальный исполнительный совет». Как говорят собеседники, знакомые с проектом, структура должна заменить коалиционные переговоры управляемым центром решений. Главное отличие – это сокращение роли партий в усилении роли технократических команд, подкрепленных поддержкой от бизнеса, части оппозиции и даже отдельных фигур из силового блока. Подобная конструкция уже обкатывается в отдельных странах Европейского Союза как временное решение в кризисных условиях. Но в Германии обсуждается постоянный формат, причем он, по некоторым оценкам, способен кардинально изменить баланс сил между парламентом и правительством. Особое внимание привлекает способ назначения. Совет по задумке не избирается напрямую, а формируется через стратегические альянсы между политическими, деловыми и административными структурами. Ранее подобный подход критиковался как антидемократичный, теперь его подают как ответ на нестабильность и перезагрузку системы управления. Идея получает поддержку не только в правительстве, но и в ряде крупных корпораций, которым важна стабильность. И вот здесь начинается самое интересное, кто в реальности пишет сценарий этих перемен. В последние месяцы в СМИ появилось все больше информации о закрытых аналитических структурах, работающих в связке с немецкой канцелярией. Как утверждают журналисты, ранее эти центры сотрудничали с Бундесбанком и институтами Европейского Союза. Один из проектов, который активно обсуждается, это гибкая конфедеративная модель, где решения принимаются не по вертикали, а через сеть национальных координационных советов. Речь идет о развороте от централизованного Брюсселя к системе нескольких управленческих узлов, распределенных по странам. Пример для сравнения – это ранний Европейский Союз образца 60-х годов, но адаптированный под современные технологии, экономику и вызовы безопасности. Что интересно, в некоторых правительственных архивах уже находят параллели с периодом до Маастрихтского договора.
Если тогда шел процесс централизации, то сейчас, как считают некоторые эксперты, Германия может запустить процесс в обратную сторону. Но самое любопытное – это состав рабочих групп. По информации, полученной в редакциях двух крупных европейских изданий, над концепциями работают не только экономисты, но и специалисты в области военного планирования, искусственного интеллекта и цифровой политики. Внешне все происходит спокойно, но внутри идет переопределение самой логики европейского управления. Именно поэтому часть бывших чиновников Европейского Союза уже подает в отставку или переход в частный сектор. Аналитики делают громкие заявления, вокруг тревожные доклады и публичные упреки, но при этом ни в Брюсселе, ни в штаб-квартире НАТО ни одного открытого решения против Берлина. Почему? Ответ скрыт в деталях. На территории Германии находится, внимание, более десятка ключевых объектов, жизненно важных для всей инфраструктуры НАТО в Европе. Это не просто база, это логистические центры, хранилища боеприпасов, штабы связи и каналы управления операциями. Один из таких объектов обслуживает сразу 3 миссии Альянса. Теперь внимание! По информации, просочившейся в прессу, Министерство обороны Германии начало внутреннюю юридическую ревизию всех соглашений. Речь идет о пересмотре доступа, расширении правил инспекции и даже возможной приостановке части договоров. В документах фигурирует новая концепция национального согласования обязательств в международных альянсах. Это значит, что любые действия НАТО на территории Германии могут теперь требовать предварительного рассмотрения именно в Берлине. Некоторые аналитики уже называют это тихой переоценкой роли Германии внутри альянса. Без скандалов, без громких выходов, но с четким контролем. Внутри НАТО это вызывает напряжение, но никто не хочет терять ключевого члена, особенно такого, чьи базы обслуживают не только Европу, но и операции за ее пределами. Именно поэтому, как говорят источники в штабах, предпочитают тактику ожидания, надеясь на стабилизацию ситуации. И вот теперь становится ясно, речь уже не только о Германии, меняется вся конструкция Европы. Модель, которую условно называют пактом суверенитетов, уже обсуждается между министерствами, стратегическими центрами и даже иностранными дипломатами. Источники, знакомые с черновыми планами, указывают, это не выход из Европейского Союза, но отказ от его нынешней управленческой модели. Не федерация, а гибкая конфедерация. Теперь Берлин предлагает пойти по кругу, но с новым технологическим наполнением. Механизмы голосования, цифровые платформы координации, общий рынок – все сохраняется, но без наднационального диктата с акцентом на гибкость, суверенитет и равноправие. Ряд стран, особенно Восточной и Южной Европы, заинтересованы. Польша, Венгрия, Италия ведут консультации, готовят предложения, собирают юристов. И хотя формально все это дискуссия, на практике это уже подготовка к другому сценарию развития Европейского Союза. И вот здесь многое зависит от Германии, потому что именно она не просто участник, а потенциальный архитектор новой конструкции. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.